Всем привет, с вами Даша, и это Дневник ароматов. Сегодня у нас подборка ароматов с нотой арбуза. Я подобрала ароматы поинтереснее, на мой взгляд, чем императрица Дольче Габбана, хотя против нее я тоже ничего не имею. Это будет парфюмерный арбуз на любой вкус. Прежде чем приступить к теме видео, напоминаю, что сделать ваш парфюмерный шопинг более выгодным вы можете, используя мои промокоды. Промокод 10 дает скидку 10% в интернет-магазине парфюмерии и косметики rendezvous.ru. Действует он на заказы от 2500 рублей и суммируется со всеми скидками и акциями. Также используйте мой промокод на скидку до 7% в интернет-магазине Aroma Boutique. Он действует от любой суммы заказа. Все подробности в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а мы начинаем. И открывает нашу сегодняшнюю подборку моя бюджетная парфюмерная находка Латафа Анна Абьят Коралл. Аромат на тему арбузной жвачки. Это очень натуралистичный запах арбузной жвачки, но при этом он очень нежный, он не уходит в излишнюю приторность, в излишнюю химозность за счет того, что в аромате много лактонности. Эту лактонность нам дает нота кокоса. Для меня это именно кокосовое молоко. Это и гурманский кокос, и в то же время немного косметический. Здесь есть и аспект уходовости. Здесь есть нюанс молочка для тела, солнцезащитного крема. Вот что-то такое здесь присутствует, что дает ощущение отпуска, дает настроение беззаботности. Как таковых акватических нот здесь нет, но я слышу здесь легкий солоноватый морской бриз. Мне очень нравится это сочетание. Арбузный орбит, жирненький крем для тела, соленый морской воздух и какие-то абстрактные тропические цветы здесь еще ощущаются. Тиаре, франгипани, белые цветы, флёр-д'оранж. По мере раскрытия я ощущаю больше вот этой нежной пудровой белоцветочности. Она смягчает, опять же, звучание, смягчает напор арбуза. Для меня это такой припудренный жвачный арбуз, очень приятный. Очень красивый аромат, звучит он дороже своей стоимости. Он очень похож на парфюм Wave Child от Room 1015. Это дорогой нишевый бренд. В шлейфе ароматы различить практически невозможно. При этом стойкость и шлейф гораздо лучше у Латафы. Ну и, естественно, цена намного приятнее у бренда Латафа. Это очень достойный аналог. Аромат очень женственный, аромат яркий. Приторность не уходит за счет лактонности, за счет пудровости. Мне нравится легкий оттенок косметичности, кремовости. Очень понравился. Почему бы и не офлаконить? Цена очень приятная. Технические характеристики на высоте и звучание. Очень летняя, очень воздушная, поднимающая настроение. Такой парфюмерный антидепрессант. Я очень люблю такие ароматы. В общем, рекомендую вам от всей души. Следующий аромат – это мини-жюп от Courrèges. У меня вот такая миленькая тридцаточка. И это такой девичий, такой беззаботный аромат. Это аромат под такое настроение «Возьмите меня на ручки». Аромат стартует брызгами арбузного и апельсинового сока. Да, он сочный в начале. Он такой кисло-сладкий. Такой мультифруктовый сок. И достаточно быстро этот аромат запудривается за счет яркой ноты фиалки. Да, это нежнейшая арбузно-фиалковая пудра. Я понимаю, что звучать это может странно, что такое арбузная пудра. Но вот представьте, что аромат сладкого спелого арбуза, он не сочный, а он именно ощущается вот этой вот текстурной пудрой. И все это звучит так воздушно, что даже периодически он мне пахнет сахарной ватой. Это очень девичий аромат, аромат беззаботности, аромат легкости. Он простой и понятный, здесь нет какой-то сложно сочиненной композиции. Но иногда хочется чего-то такого незатейливого, легкого, но при этом женственного и приятного. Вот эта фруктовая сладость здесь тоже не утомляет. Акварельный, очень милый пудровый арбуз. Такой милейший флакон в стиле Барби. И в целом аромат в стилистике Барби Гелл, что-то такое очень женственное, очень девичье, простое к пониманию, комфортное в носке.
Аромат легкий, у него нет какого-то громкого шлейфа, средняя стойкость, и в жару такое спокойно можно носить, он не будет душить. Прекрасный озоново-пудровый аромат, интересное сочетание нот, аромат беззаботности и, опять же, хорошего настроения. Следующий аромат – это Флора Черизия из линейки Aqua Allegoria Guerlain. Это аромат благоухающих цветущих садов, аромат сакуры, аромат пикника в тени вот этого цветущего сада с фонтанами. Ощущаются брызги воды. Да, это пикник на траве возле фонтанов. В корзине сладкие спелые арбузы, груши. Воздух напитан влагой, он очень свежий. Здесь опять же много озоновости. Природная акватика, брызги фонтанов, брызги этих сочных фруктов и нежность цветка вишни. За счет фиалки аромат очень красиво запудривается. Это очень нежно, это воздушно. Такая полупрозрачная пудровая вуаль. Если вы любите понятные, приятные, в меру сладкие цветочно-фруктовые композиции с таким весенним настроением, то вам однозначно стоит присмотреться к Флора Черизия. Водянистый арбуз, сочная груша. Очень нежно, неприторно, носибельно, воздушно. Прекрасный аромат на весну и лето, который подчеркнет вашу женственность, подойдет романтичным, утонченным натурам. Очень рекомендую. Следующий аромат от очень интересного нишевого российского бренда «Пространство-время». Называется он «Облака под нами». И это восхитительно. Для меня это аромат пробуждения природы после зимней спячки. Это аромат первых солнечных мартовских дней. Это ранняя весна во флаконе. Для меня это аромат капели, аромат тающих льдинок и тающего снега. Это первые еще скромные неуверенные лучики весеннего солнца. Это аромат зеленой кожуры недоспевшего арбуза. И здесь нет привычной для арбуза сладости. Здесь нет вот этой сахарности арбузной. Это не запах арбузной мякоти, это запах именно кожуры арбуза, за счет чего в аромате очень много свежести, очень много воздуха и озоновости. Также я здесь чувствую запах свежей зеленой травы, которая пробивается через тонкий слой уже тающего снега. За счет ноты альдегидов здесь есть еще и аспект чистоты, но он не уходит в порошковость. Это именно природная чистота. Это хрустальная чистота вот этого тающего снега и звенящей капели. Это свежесть самых первых цветов и первой зеленой травы. Это восхитительно. Если вы ищете несладкий, максимально озоновый, свежий арбуз, то вы его найдете здесь. И последний аромат в сегодняшней подборке – это Charlie White от Revlon. Это винтажная композиция, аж 1994 года, но аромат будет актуален всегда. Для меня он не звучит ретро. Это такая универсальная, очень женственная композиция на тему весеннего сада. Опять же, здесь много свежести и озоновости. Это запах влажной зеленой травы. Это утренние ландыши, покрытые росой. Это тоже недоспевший арбуз, но только здесь и кожура, и мякоть арбуза. Такой водянистый, недоспевший арбуз. Нота персика подслащивает аромат. Да, это прохладные утренние цветы в сочетании с сочными фруктами. Это зеленая трава, покрытая росой. Первые утренние лучики солнца. И все это в такой нежной фиалковой вуале. Очень нежный аромат. Аромат бюджетный, звучит дороже своей стоимости. Такая носибельная, понятная композиция, которая понравится любителям цветочно-фруктовых, нежных, воздушных историй. Присмотритесь. Пишите в комментариях, какие у вас любимые ароматы с нотой арбуза, а также что думаете об ароматах из моей подборки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также смотрите мои предыдущие видео о различных интересных парфюмах. Не забывайте использовать мои промокоды, мне будет очень приятно. Тем самым вы поддержите мой канал. Всем спасибо, кто был со мной. С вами была Даша. Всем пока.